Всем привет! Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом меренгового рулета. И я очень люблю именно этот рецепт, потому что по нему рулет получается действительно как рулет, а не как расползающаяся масса. Я люблю, когда меренговый корж плотненький, при разрезании он не расползается, и этот десерт не нужно кушать ложечкой, можно кушать действительно как рулет руками. При этом этот рецепт можно адаптировать к ПП рецепту, поэтому те люди, которые придерживаются правильного питания, могут его спокойно готовить и кушать. Я обязательно позже расскажу, какие ингредиенты заменить на какие, для того, чтобы десерт стал правильным. В целом наш меренговый рулет состоит из меренгового коржа, крема, начинки, ну также по желанию рулет можно украсить. И для начала давайте разогреем духовку до 180 градусов, потому что меренговый корж довольно быстро готовится, и, соответственно, духовка наша уже будет разогрета. Для меренгового коржа нам понадобятся белки, желтки, кукурузный крахмал, разрыхлитель. Вся граммовка в описании под видео. И для начала мы в дежу комбайна отправляем белки. Кстати, белки лучше взбивать теплыми, а отделять белки от желтков холодными. И взбиваем до устойчивых пиков. Наши белки взбились до устойчивых пиков. Сейчас я вам покажу аккуратненько. Ваши белки не должны переворачиваться из дежи. Вот. Теперь отставляем белки в сторону. Кстати, вы заметили, что в меренговом корже полностью отсутствует сахар. И поэтому в том числе мне очень нравится этот рецепт. Нет лишней сладости, не по вкусу, не по употреблению лишнего сахара. Теперь в тарелке мы сейчас смешаем желтки, кукурузный крахмал и разрыхлитель, перемешаем венчиком и объединим обе массы. Комбайн нам для этого не понадобится. Начинаем. Перемешиваем в тарелке все ингредиенты. И объединяем со взбитыми белками. Объединять нужно очень аккуратно, нежно, не спеша, чтобы масса не опала. Теперь подготавливаем противень с пергаментом, у меня пергамент силиконизированный, и выкладываем на него подготовленную массу и распределяем. Толщина примерно 1,5-2 см. По желанию вы можете присыпать меренговый корж вот такими миндальными лепесточками. Это, во-первых, очень красиво, во-вторых, они очень вкусные. Есть. И теперь отправляем меренговый корж в разогретую до 180 градусов духовку на 10-12 минут. Теперь у меня здесь есть такая досточка, я приготовила вместе с листом пергамента. Нам нужно перевернуть наш корж для того, чтобы хорошенечко отошел пергаментный лист. Поэтому я накрываю корж. Оп, быстро переворачиваю. Чик. И теперь аккуратненько отлепляем лист пергамента, иначе по-другому вы его никак не отлепите. Это нужно сделать сразу. Аккуратно, корж может ломаться. Так, есть. Все, теперь пусть корж остывает, ну а мы перейдем к приготовлению крема. Для крема нам понадобится сыр маскарпоне, сахарная пудра и сливки. Как я вам говорила, этот рецепт можно адаптировать к ПП рецепту. А сыр маскарпоне жирноват, плюс тут еще сахарная пудра. Если вы хотите сделать ПП крем, возьмите творог мягкий, не жирный, и вместо сахарной пудры возьмите мед, либо какой-то другой сахарозаменитель, например, сироп топинамбура, сироп агавы, рисовый, финиковый сироп, либо в конце концов стевию. Ну и сливки просто не используйте. Давайте начинать готовить крем. Отправляем в дежу маскарпоне, сахарную пудру и сливки и взбиваем. Как вы видите, я это делаю в высокой деже, чтобы от сливок не летели брызги. И взбиваю миксером, так как мой венчик это делает не очень хорошо. Взбиваем до устойчивой массы. Теперь я перекладываю крем в тарелку. Часть крема я оставлю для украшения, поэтому в кондитерский мешок с насадкой «Закрытая звезда» 8 мм отправляю немного крема.
Крем готов, теперь можем перейти к начинке. Обычно в меренговом рулете в качестве начинки используют джем, варенье, либо так называемое конфи. Это когда ягодное пюре заваривают с сахаром, водой, пектином, и получается вот такой, грубо говоря, джем. Но я считаю, что в сезон ягод, особенно когда сейчас так активно продается клубника, не нужно лишний раз обрабатывать эти ягоды. Можно просто в меренговый рулет положить свежую ягоду, клубнику, голубику. Поэтому вы, наверное, заметили, что здесь у меня уже приготовленная клубничка. Сейчас я просто клубнику порежу ломтиками, и начинка наша уже и готова. Но прежде всего я отложила самую красивую клубничку отдельно, потому что она у меня пойдет в качестве украшения сверху на меренговый рулет. Все, давайте порежем клубничку, ну и уже будем собирать рулет. Нарезаем клубнику дольками среднего размера. Все компоненты готовы, можем собирать рулет. Смазываем остывший корж кремом, до конца не доходите и оставьте сантиметров 5. Вплотную выкладываем клубнику на крем. И теперь плотненько заворачиваем рулет, не оставляйте никаких просветов внутри рулета. По бокам может вытекать крем, выпадать клубника, ничего страшного. И сразу же заворачиваем рулет в пергамент. Теперь меренговый рулет на стабилизацию мы отправляем в холодильник на полчасика, и туда же отправим крем, который мы переложили в кондитерский мешок для украшения. Тоже он там немножечко стабилизируется. Прошло полчаса, достаем наш меренговый рулет, крем. Ну, в принципе, теперь уже можно приступать к украшению, разворачиваем рулетик, он стабилизировался, но все равно будьте с ним аккуратны. Отрезаем неровные концы рулета. Переворачиваем и отрезаем, либо просто убираем руками лишнюю клубнику. Давайте отрежем кусочек рулета, чтобы рассмотреть его поближе. Красивый, держит форму, все супер. Перекладываем рулет в тарелку и приступаем к его украшению. Вначале отсаживаем крем. Теперь в произвольном порядке выкладываем клубнику. Ее можно выкладывать целой, половинками, четвертинками, возможно, вам нравится кружочками, в общем, как вам хочется. В конце я еще немного украсила лепестками мяты. Она очень ароматная и придает рулету дополнительную свежесть. Только посмотрите, какой красивый десерт мы с вами только что приготовили. Это действительно произведение искусства. Готовится очень просто, вы только что видели, но при этом такой невероятный результат. Такое сразу летнее настроение появляется. Клубничка, мята,
Кстати, сюда еще можно добавить голубику, и эти красно-зеленые тона немножечко разбавятся синим цветом голубики. Тут, в общем, полет фантазий. Ну и при этом, как я вам говорила в начале видео, получается консистенция действительно рулета. Я отрезала кусочек видео, вы видели. Смотрите, я спокойно держу его в руке, он такой нежный. Очень вкусно. Знаете, что мне напоминает этот вкус? Как будто ты ешь пломбир, но при этом пломбир не холодный, приятно охлажденный и как будто с каким-то бисквитом. Очень вкусно. Именно поэтому я очень люблю меренговый рулет. Этот вкус, он действительно необычный. Обязательно попробуйте приготовить его. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите, готовили ли вы когда-то меренговый рулет. Если нет, я вас просто умоляю, обязательно приготовьте. И до скорых встреч! Вкуснотина.